Глава 1731. Переворачивая небеса. Без ведома существа Цзяочи сам Хань Ли тоже был весьма удивлен, но его удивление было смешано с восторгом, а не яростью. Он знал, что золотое тело первозданного демона определенно будет намного более могущественным, чем раньше, после того, как оно будет очищено этой таинственной энергией, но он не думал, что оно будет таким могущественным. Подумать только, что теперь он может красть сокровища врагов, как если бы они были не более чем игрушками. Хотя он воспользовался элементом неожиданности, и похищенное сокровище не было сокровищем его врага, но это все еще было почти неслыханным. Хань Ли силой подавил свой восторг и положил руку на макушку своей головы. Вслед за этим над ней появился шар черного света и мгновенно исчез в золотом теле. Черный свет блеснул из глаз одного из лиц золотого тела, и его тело качнулось, прежде чем исчезнуть в лазурном световом барьере. Сразу после этого Хань Ли открыл рот, выплюнув шар серебряного пламени, который также мгновенно исчез в барьере. Молодой человек с золотыми рогами в формации мечей все еще быстро делал печати заклинаний с разъяренным выражением лица, пытаясь вернуть свой серебряный кипригель, но, увидев, что делал Хань Ли, его выражение лица немного изменилось, и он немедленно успокоился. Затем он выдохнул, перестав делать печати заклинаний, а затем издал громкий крик, после чего позади него появился массивный мерцающий синий луч. Эта проекция была высотой 60 футов с чешуей по всему телу и парой глаз, красных, как кровь. На его голове и 4 конечностях было бесчисленное количество костяных шипов, похожих на бычьи рога, и зрелище было ужасающим. Еще более тревожным было то, что проекция держала в каждой руке по очень своеобразному сокровищу. Один из них представлял собой молот с длинной рукоятью и головкой, состоящий из 3 голов монстров, соединенных в одну, а другой представлял собой треугольный щит, гладкий, как зеркало, с горящим малиновым пламенем на поверхности. Молодой человек слегка прищурился, сделав странную печать заклинания, а затем начал что-то торжественно повторять. Было совершенно ясно, что Хань Ли был намного сильнее, чем он ожидал, что заставило его отбросить свое первоначальное презрение и серьезно отнестись к Хань Ли как к противнику. Тем не менее, он все еще был в ловушке формации мечей весеннего рассвета, поэтому Хань Ли, естественно, не собирался позволять ему так легко раскрывать свои способности. Таким образом, холодный свет вспыхнул в глазах Хань Ли, и он снова активировал формацию мечей. Свет беспорядочно вспыхивал от лазурного светового барьера, и один лазурный цветок лотоса за другим в неистовстве рвался вперед. Затем эти цветы лотоса трансформировались в бесчисленные проекции лотоса, которые вздымались в формации мечей, летая по всей формации. Что было еще более захватывающим, так это то, что в тот момент, когда появились лазурные цветы лотоса, вспышки богатого цветочного аромата также заполнили всю формацию меча. Это добавило дополнительного ощущения реализма сценам, разворачивающимся внутри формации, и, если не проявить осторожность, они могли легко увлечься красивыми пейзажами. Однако лазурные цветы лотоса не смогли проникнуть в юношу. Вместо этого он сразу же смог определить намерение убийства, скрытое в цветах, и его лицо стало мрачным, и он замахнулся синим лучом на цветы. 3 чудовищных головы на молоте в унисон открыли глаза, а затем рты, чтобы, выпустив яростный белый ветер, палящее багровое пламя и мощные серебряные молнии. Пламя раздували ветры, а молнии подпитывались пламенем, и 3 волны огромной силы метнулись вперед. Почти в тот же самый момент лазурный свет вспыхнул с поверхности лазурных цветков лотоса, и они превратились в бесчисленные проекции лазурных мечей, которые лились сверху, после чего проекции меча во вспышке поразили 3 мощные волны. Молот был чрезвычайно редким сокровищем, но с недавними усовершенствованиями базы культивации Хань Ли его лазурные облачные мечи также стали намного более мощными. Хотя это были всего лишь проекции мечей, выпущенные летающими мечами, они были не менее мощными, чем настоящие летающие мечи. Таким образом, проливной ливень из проекции мечей неуклонно теснил 3 массивные волны. Сердце молодого человека слегка задрожало, увидев это, но затем он немедленно издал холодное фырканье, и его синяя проекция также швырнула в воздух свой треугольный щит. Это явно было сокровище с атрибутом огня, и, сделав круг в воздухе, оно превратилось в огненное облако размером около акра, поднявшись вверх. Огненное облако яростно взбивалось, и бесчисленные огненные шары размером с кулак пронеслись вместе с полосами малинового света. Многие из проекций меча, которые ударили в огненное облако, мгновенно превратились в ничто, а температура внутри всей формации меча резко повысилась, как если бы она превратилась в огромную печь. Это огненное облако помогло 3 массивным волнам, которые только что спустились, образовав водонепроницаемую защитную баррикаду, которая не позволяла проливному ливню мечей достичь молодого человека. В этот момент лазурный световой барьер позади молодого человека внезапно раздвинулся, и вытянулась огромная золотая рука размером с банановый лист. Еще до того, как рука достигла существа Цзяочи, на него обрушился взрыв огромной невидимой силы, и он почувствовал, как будто окружающий воздух превратился в клетку из железа и стали. Его тело было полностью обездвижено, и он не смог освободиться от этих невидимых ограничений за короткое время. Золотая рука продолжила движение вниз и достигла его макушки, быстро схватив его.
В то же время серебряный свет вспыхнул из другой части лазурного светового барьера, и там появился серебряный огненный ворон около 10 футов в длину. Появившись, он сразу же выплюнул вспышку палящего серебряного пламени. Перед лицом этой опасной ситуации существо Цзяочи оставалось совершенно спокойным. Вместо того, чтобы показывать какие-либо признаки страха, на его лице появилась холодная улыбка, и он внезапно перестал произносить заклинание, изгнав изо рта вспышку семицветного света. Радужный свет закрутился и превратился в снежно-белый полупрозрачный колокольчик. Цзинь! Колокольчик нежно звякнул, после чего произошел невероятный поворот событий. В тот момент, когда Хань Ли услышал этот звонкий звук, его внезапно охватило чувство дезориентации. Сразу после этого его окружение внезапно стало размытым, и он каким-то образом обнаружил, что его перевернули вверх ногами. В формации мечей тоже происходили необычные сцены. Проекции мечей, сыпавшиеся сверху, внезапно повернули вверх и врезались в лазурный световой барьер среди цепочек громких ударов. Тем временем пространство под гигантской золотой рукой слегка искривилось, и золоторогий молодой человек внезапно исчез, но его место занял серебряный огненный ворон. Золотая рука схватила несколько тонких огненных перьев гигантской птицы, и палящее серебряное пламя мгновенно поднялось вверх, окутывая золотую руку. Что касается вспышки серебряного пламени, которую птица выпустила ранее, она уже улетела в каком-то случайном направлении. Хань Ли очень встревожился, увидев это, и поспешно принял вертикальное положение. В этот момент раздался четкий звонкий звук, и казалось, что вся формация меча была поражена какой-то таинственной силой. Лазурный световой барьер искривлялся, а затем разлетелся на части, и окружающее пространство задрожало, раскрыв 72 лазурных летающих меча. Формация мечей весеннего рассвета была с легкостью сломана. Золотое тело и серебряный огненный ворон были прикованы к месту явно в полной потере, и Хань Ли также был весьма ошеломлен. Этот колокольчик, казалось, обладал легендарной способностью переворачивать небеса. Когда колокол только начал звенеть, он почувствовал, что в нем есть намек на силу законов природы. Выражение лица Хань Ли менялось несколько раз подряд, синий свет вспыхнул в его глазах, и он мгновенно окинул взглядом область радиусом более 1000 футов вокруг себя. Затем его взгляд внезапно остановился на клочке пустого пространства, и на его глобеле внезапно появился черный, как смоль, глаз разрушения. Вспыхнул черный свет, и столб света толщиной с большой палец в мгновение К вырвался вперед, прежде чем исчезнуть в космосе. Раздался оглушительный грохот, и золоторогий юноша выскочил из воздуха в довольно растрепанной манере. «Это глаз разрушения закона», — воскликнул молодой человек при виде третьего демонического глаза Хань Ли. Он уже облачился в комплект синих доспехов, и как только он взял себя в руки, он взмахнул рукавом, и гигантская синяя проекция, которая держала в руках пару сокровищ, появилась снова. Затем молодой человек сделал хватательное движение одной рукой, и вспыхнул радужный духовный свет, после чего в его руке появился нетронутый белый колокольчик. В тот момент, когда маленький колокольчик появился в его руках, недоумение на лице Цзяочи исчезло, и он повернулся оценить Хань Ли. Хань Ли был совершенно бесстрастным и махнул рукой в сторону золотого тела и огненного ворона, после чего они оба внезапно появились рядом с ним. Почти в тот же момент 72 лазурных летающих меча в окружающем воздухе внезапно превратились в полоски лазурного света и устремились прямо к молодому человеку. 72 летающих меча достигли его в мгновение ика, как если бы они телепортировались по воздуху, прежде чем рухнуть сверху. Скорость лазурных облачных бамбуковых мечей весьма встревожила золоторогого молодого человека, но он оставался совершенно равнодушным, указывая пальцем на маленький колокольчик в руке. Колокольчик звенел, и кольца белой ряби расходились прямо к полоскам лазурного света. Как только они столкнулись, полосы лазурного света вспыхнули, превратившись в летающие мечи длиной около фута каждый. Сразу после этого в воздухе прокатилось еще несколько кругов света, и все летающие мечи превратились в ничто. С неизменным выражением на лице Хань Леон смотрел на разворачивающиеся сцены, но его зрачки резко прищурились. Он только что убедился с помощью своих глаз духовного прозрения, что белая рябь, выпущенная маленькими колокольчиками, на самом деле была полосами пространства, построенными из бесчисленных тонких пространственных трещин. Эти трещины полностью отличались от обычных пространственных трещин, и они исчезли так же быстро, как и появились. Лазурные облачные мечи были чрезвычайно мощными, но они, естественно, не могли противостоять такой пространственной мощи и были мгновенно уничтожены. Глава 1732. Свирепая мощь гигантской обезьяны. Уничтожив все летающие мечи одним ударом, золоторогий молодой человек не собирался останавливаться. Маленький белый колокольчик прозвонил еще 2 раза, и снова поднялась белая рябь. В то же время проекция позади него размахивала 2 сокровищами в руках, и трехцветный свет вспыхнул вместе с огненным облаком. Тем временем на лице молодого человека появилось зловещее выражение, и он открыл рот, выпустив поток плотной черной ци, который начал вращаться вокруг его тела.
Раздался мучительный призрачный вой, и бесчисленные слабые зеленые нити, испускавшие непреодолимое зловоние, появились в черной ци. В этом случае златорогий молодой человек развязал сразу несколько типов способностей, явно с намерением убить Хань Ли одним махом. Сердце Хань Ли также содрогнулось, увидев это. Он не особо беспокоился о других атаках, но пространственные атаки, производимые этим маленьким белым колокольчиком, были весьма тревожными. Однако из-за того, что его магическая сила полностью не восстановилась, он не собирался продлевать эту битву. Таким образом, он немедленно принял решение о том, как он собирался действовать, и по его приказу из его золотого тела внезапно вырвался яркий пурпурно-золотой свет. Фиолетовые руны порхали в золотом духовном свете, и одна из рук золотого тела расплылась, сделав хватательное движение, чтобы вызвать сегмент золотого клинка. Сегмент клинка издал громкий звенящий звук, и вся мирская энергия ци в радиусе нескольких километров сошлась в неистовстве в виде бесчисленных пятицветных полос света, как если бы они были вызваны в это место. Первозданная мирская ци образовала массивный пятицветный световой барьер, который затенял большую часть всего неба, и только в огромной ледяной области могло быть такое поразительное количество первозданной мирской ци. Огромная духовная ци, пронизанная световым барьером, стала настоящим шоком для молодого человека, но прежде, чем он успел среагировать, духовный свет начал кружиться вокруг золотого тела, в то время как золотой свет проникал в сегмент золотого клинка вдоль его руки. В безумии. После нескольких вспышек золотое тело высотой 20 футов стало заметно короче, и золотой свет яростно вспыхнул от сегмента клинка, а затем он расплылся и превратился в цельный клинок. Рука золотого тела с клинком вздрогнула, и чистый звенящий звук, издаваемый золотым клинком, внезапно прекратился. Тем временем пятицветный световой барьер в воздухе спустился сверху, врезавшись в золотой клинок. Клинок был похож на бездонную яму, которая поглотила весь световой барьер за несколько вдохов и вытянулась примерно с фута в длину примерно на 10 футов. Руны на его поверхности вспыхнули, и он рассек воздух совершенно беззвучно. Из золотого клинка вырвалась полоса золотого света, и первоначально она была всего несколько футов в длину, но тут же превратилась в безграничную золотую волну, которая мгновенно устремилась к юноше. Молодой человек был весьма ошеломлен силой золотой волны, но в этот момент он не мог попытаться заключить перемирие с Хань Ли. Поэтому он издал резкий крик и торжественно указал пальцем в сторону Хань Ли. Белая рябь, огненное облако, трехцветный свет и черная ци немедленно устремились к гигантской золотой волне по его велению. Огненное облако, черная ци и трехцветный свет врезались в золотую волну на фоне громкого грохота, но они были мгновенно побеждены, не имея возможности продержаться и секунды. Тем не менее, белые волны сумели удержаться от золотого света, и грянула череда взрывов, когда белый и золотой свет переплелись в напряженном тупике. Это священный небесный артефакт. Молодой человек подозревал, так ли это, но теперь, когда это утверждение подтвердилось, его сердце немедленно ушло в пятки. Он ошибочно определил сегмент клинка высшее небесное сокровище того же ранга, что и маленький колокольчик. Но опять же, это было не так уж и нелепо в сравнении. С точки зрения чистой силы, неполный сегмент клинка действительно был очень похож на высший небесный святой артефакт в том смысле, что он мог только имитировать и раскрывать часть способностей высшего небесного сокровища. В этот момент молодой человек щелкнул запястьем и подбросил маленький белый колокольчик в воздух, прежде чем щелкнуть по нему пальцами. Колокол прозвенел несколько раз подряд, и на пальцах юноши стал появляться малиновый свет. Более того, его лицо постепенно бледнело с каждым движением, и после того, как звонок прозвенел 7 или 8 раз, лицо молодого человека полностью лишилось цвета. Было совершенно ясно, что маленький колокольчик требовал гораздо больше энергии, чем мог себе представить средний человек. Несмотря на то, что этот молодой человек был на пике стадии пространственного закаливания, он все еще явно боролся с трудностями после нескольких щелчков. Однако эффект от звонка в колокол был чрезвычайно тревожным. В тот момент, когда Хань Ли впервые услышал этот перезвон, в его ушах сразу же зазвенело, и пространство вокруг него расплылось, а его тело было почти унесено в космос какой-то силой законов. Его, естественно, испугало это внезапное развитие событий, но он сразу же надел свой костюм черных дьявольских доспехов, которые высвободили слои черных рун, которые вращались вокруг него, взорвавшись один за другим. Взрывы яростных черных ветров мгновенно обрел форму, образуя взрыв огромной невидимой силы вокруг него, который защищал его изнутри. С властью законов было чрезвычайно сложно справиться, но она могла только заставить эти черные ветры деформироваться и закручиваться, не имея возможности достичь Хань Ли. Однако затем колокол прозвенел во второй раз, и черные ветры были полностью побеждены, не в силах больше противостоять силе законов природы. Когда звонок прозвенел во второй раз, из дьявольских доспехов Хань Ли внезапно вырвался пронзительный черный свет, и пространство рядом с черным светом затуманилось, раздались всплески жужжащих звуков. Сила законов природы действовала непосредственно на костюм небесной дьявольской брони, заставляя черный свет неустойчиво колебаться. Хань Ли в прошлом несколько раз обладал высшими небесными сокровищами, поэтому он, естественно, осознавал, насколько устрашающей была сила законов природы.
Таким образом, его выражение лица менялось несколько раз подряд, и он поспешно скрипел рукой. Грянул гром, и за спиной у него вспыхнул лазурно-белый духовный свет, и вслед за этим появилась пара полупрозрачных крыльев. В этот момент колокол прозвенел в третий раз, и черный свет, излучаемый дьявольскими доспехами, мгновенно застыл, разлетевшись на бесчисленные осколки. Губы Хань Ли дрогнули, увидев это, и он, не колеблясь, сразу же взмахнул крыльями. Раздался громкий раскат грома, и Хань Ли превратился в лазурно-белую дугу молнии, исчезнув на месте. В следующее мгновение пространство вокруг того места, где он только что стоял, искривилось и рухнуло, когда появилась черная дыра. Хань Ли едва успел уклониться от прямой атаки, вызванной пространственной силой колокола. Однако в тот момент, когда колокол прозвенел в четвертый раз, из определенной точки космоса на расстоянии более 200 футов раздался громкий удар. Из воздуха появился шар белого света, вслед за которым из пустого пространства выскочила фигура с сверкающими дугами молний вокруг его тела. Это был никто иной, как Хань Ли, который только что исчез в пространстве. Его техника молниеносных движений была легко сведена на нет силой колокола. После очередного мелодичного перезвона Хань Ли почувствовал, как воздух вокруг него сжался, и его поразило головокружение, и он был неизбежно окутан властью законов природы. Затем сила законов обрушилась на него взрывом огромной силы, сразу после чего эта сила внезапно распространилась во всех направлениях, пытаясь разорвать тело Хань Ли на части. Однако прямо в этот момент глаза Хань Ли внезапно расширились, и он издал громовой рев. Золотой свет, такой же ослепительный, как сияющее солнце, исходил из его тела, и бесчисленные пряди грубого золотого меха проступали по его коже. В то же время его зубы превратились в острые клыки, и он мгновенно превратился в огромную золотую обезьяну. Обезьяна была 60 футов в высоту и имела чрезвычайно свирепый вид. Его конечности были чрезвычайно толстыми и массивными, и, казалось, обладали безграничной силой. Гигантская обезьяна испустила яростный рев, а затем энергично взмахнула 4 конечностями в унисон, и раздался глухой удар, как будто что-то в воздухе сломалось. Зловещая улыбка появилась на лице гигантской обезьяны, когда она сделала огромный шаг вперед, преодолев более 300 футов в мгновение К, что приблизило ее к златорогому молодому человеку. Гигантская обезьяна тут же протянула огромную пушистую руку, и порывы яростного ветра устремились прямо в сторону молодого человека. Златорогий молодой человек уже был поражен тем фактом, что атака его маленького колокольчика не увенчалась успехом, и он не мог поверить своим глазам при виде гигантской обезьяны, в которую превратился Хань Ли. Затем массивная обезьяна внезапно появилась рядом с ним, прежде чем начать яростную атаку, и он был застигнут врасплох, так как у него не было времени снова использовать маленький колокольчик. Он совершенно не был знаком с превращением Хань Ли в гигантскую обезьяну, но тот факт, что она смогла вырваться из-под власти законов природы только своим физическим телом, естественно, показал молодому человеку, что она была чрезвычайно мощной. Таким образом, у молодого человека не было выбора, кроме как поспешно сделать печать заклинания, и позади него сразу же вырвалась проекция синего света, и он протянулся обеими руками, вызвав пару гигантских синих лезвий. Вспыхнул синий свет, и одно из лезвий пронеслось прямо в приближающуюся ладонь гигантской обезьяны, а другое устремилось к груди обезьяны, пытаясь заставить ее отступить. Однако огромная обезьяна оставалась совершенно невыразительной, как будто она даже не могла видеть, как синий клинок режет ее грудь, и сосредоточила всю свою силу на своей массивной пушистой руке. Раздался скрежет металла, и как только синий клинок коснулся руки огромной обезьяны, он внезапно вздрогнул, превратившись в синий порошок. Между тем, другое синее лезвие ударило гигантскую обезьяну в грудь, но было отражено вспышкой золотого света, не нанеся ни малейшего вреда шкуре обезьяны. Ах! Златорогий молодой человек был по-настоящему напуган, и его сердце бешено колотилось от страха. Он отчаянно подталкивал проекцию позади себя к действию. Синяя проекция резко увеличилась в размерах, а затем устремилась вверх и махнула кулаками в сторону гигантской обезьяны. В то же время молодой человек снова открыл рот, выпустив еще одну струю черной ци, смешанной с зелеными нитями. Затем он быстро поднял руку, и малиновый свет промелькнул перед его лицом и пальцем, и он снова щелкнул им в сторону маленького белого колокольчика, не обращая внимания на расход магической силы. Однако молодой человек все еще недооценивал, насколько могущественным был Хань Ли в своей гигантской обезьяне. В тот момент, когда синяя проекция коснулась огромной золотой руки, первая была полностью уничтожена необычайной силой массивной обезьяны. Всплеск черной ци также был разорван гигантской рукой, совершенно без препятствий. Таким образом, рука гигантской обезьяны упала, как молния, полностью отодвинув защитный духовный свет молодого человека, схватив его за голову и без колебаний сжав пальцы. Молодой человек успел только принять выражение шока и ужаса, прежде чем его голова взорвалась, как арбуз, а его обезглавленное тело качнулось и рухнуло на землю. Глава 1733. Заговор расы Цзяочи.
Однако в тот момент, когда тело начало падать, вспыхнул яркий малиновый свет, и оно с грохотом взорвалось. Кровь полилась сверху, и очень слабая тень, как призрак, вырвалась в сторону маленького белого колокольчика. Это была не что иное, как зарождающаяся душа молодого человека. Он, естественно, осознавал, что после потери физического тела его зарождающейся душе будет практически невозможно сбежать от Хань Ли самостоятельно. Таким образом, зарождающаяся душа немедленно попыталась найти убежище в маленьком колокольчике, надеясь использовать способности колокольчика, чтобы сбежать. Перед лицом надвигающейся стрелы крови гигантская обезьяна не пыталась уклониться. Вместо этого в его глазах промелькнул свирепый взгляд, а грудь выпятилась, выпустив и спустил сокрушительный рев. Рев походил на кульминацию бесчисленных ударов грома, заставляя окружающее небо сильно звенеть. Звуковые волны пронеслись по пространству впереди, заставляя его закручиваться и деформироваться, и в воздухе появлялись бесчисленные белые отметины. Один только рев гигантской обезьяны разрушил окружающее пространство, и это было достаточным свидетельством ее огромной силы. Кровавый дождь мгновенно превратился в ничто, и зарождающаяся душа молодого человека еще не успела выбраться из досягаемости рева. Она успела только издать мучительный вой и была полностью разрушена, и, к большому удивлению Хань Ли, маленький белый колокольчик также внезапно взорвался во вспышке белого света в тот момент, когда зарождающаяся душа молодого человека был уничтожен. Однако самовзрыв сокровища не высвободил никакой энергии, и он просто исчез в виде бесчисленных пятнышек белого света. Голубой свет промелькнул в глазах гигантской обезьяны, увидев это, и она немедленно исчезла в пространстве. В следующее мгновение гигантская обезьяна появилась в воздухе над гигантским белым питоном, который все еще сражался с шестилапой ящерицей, и ее кулаки обрушились сверху, как проливной шторм. Бедная ящерица также находилась на средней стадии пространственного закаливания, но перед лицом атак гигантской обезьяны она превратилась в фарш, не имея возможности оказать какое-либо сопротивление. В конце концов, даже его демоническое ядро было выдолблено из его тела, а демоническая душа, сбежавшая из его измельченного тела, была съедена белым питоном. Теперь, когда последний враг тоже был убит, тело гигантской обезьяны мгновенно вспыхнуло золотым светом и уменьшилось до человеческого облика. Затем Хань Ли повернулся к тому месту, где только что исчез маленький белый колокольчик с задумчивым взглядом в глазах. В тот момент, когда маленький колокольчик взорвался в огромной ледяной области, неожиданно раздался крик удивления из павильона в некоем таинственном дворце в мире духов, который был окружен слоями ограничений. Невозможно. Голос был полон шока и ярости, и у входа в павильон стояли несколько воинов в золотых доспехах, но они оставались совершенно невыразительными, как будто они даже не слышали громкого крика, который только что раздался из павильона. На верхнем уровне павильона находились 3 существа дзяачи в разных формах, и все они с мрачным выражением лиц оценивали массивный белый колокольчик на зеленом нефритовом столе. От удивления кричала красавица, которой, казалось, было за 30. На голове у нее была пара маленьких зеленых рогов, и ее рука прикрывала рот, и в ее глазах промелькнула ярость. Гигантский колокол на столе был более 10 футов в высоту, не считая своего размера, был полностью идентичен маленькому колоколу, которым пользовался златорогий молодой человек. На земле под столом было 5 мерцающих золотых миниатюрных формаций, и 4 из них были совершенно пустыми, и только белый шар света парил над формацией, которая находилась ближе всего к гигантскому колоколу. Белый свет и гигантский колокол вспыхивали в унисон, как будто находясь в резонансе друг с другом. Высший небесный святой артефакт был уничтожен, и даже истинный дух божественного колокола, который был основным материалом священного артефакта, вернулся сам по себе. Похоже, что ученик, владеющий этим высшим небесным святым артефактом, определенно погиб в огромной ледяной области, пробормотала красавица средних лет. Однако старик в белых одеждах с лазурной отметиной на лбу оставался совершенно невозмутимым, погладив свою бороду, сказал, что в этом такого примечательного. Бесчисленное множество могущественных существ отправились в огромную ледяную область каждый раз, когда она открывается, и для этих учеников далеко не невозможно столкнуться с несколькими могущественными противниками или могущественными чудовищами в огромной ледяной области. Я с тобой не соглашусь, брат Шисинь. Ученики, которые несут с собой высшие небесные святые артефакты, которые являются копиями этого небесного колокола, должны быть в состоянии спастись даже от противников ранга святого. Кроме того, мы предельно ясно дали понять, что им, что все группы должны были путешествовать как единое целое все время. Я не могу придумать ничего в огромной ледяной области, что могло бы убить основного ученика с помощью высшего небесного святого артефакта, когда их защищает так много людей. Кроме того, прошло полгода с тех пор, как они вошли в огромную ледяную область, поэтому независимо от того, как далеко они изначально были от места назначения, они должны были добраться до него и начать действовать прямо сейчас, сказал пожилой мужчина со слабой улыбкой. Услышав это, пожилой мужчина погрузился в задумчивое молчание.
Женщина средних лет успокоилась и сказала холодным голосом: «Независимо от того, как погиб этот основной ученик, эта группа учеников потеряла свой высший небесный святой артефакт, а это означает, что они потеряли возможность получить эту вещь. Это существенно повлияет на наш план». Ничего страшного, эта штука была разделена в общей сложности на 5 сегментов. Пока остальные 4 группы добьются успеха, мы сможем просто обезопасить последний сегмент, когда откроется огромная ледяная область, и мы все еще сможем принять наш план, сказал мужчина средних лет. Я просто боюсь, что что-то случится и с другими группами. Это не катастрофа, если мы пропустим один сегмент, но если мы упустим больше, то у нас будут большие проблемы. Медленным голосом задумался пожилой мужчина. Конечно, нас не может мучить столько несчастий. Даже если это действительно произойдет, это просто означает, что нашей расе еще не пора подниматься к господству, поэтому ни на что жаловаться, ответил мужчина средних лет с легкой улыбкой на лице. Это действительно правда, но мы использовали множество драгоценных материалов нашей расы, и нам даже пришлось использовать небесный колокол, чтобы изготовить эти высшие небесные святые артефакты. Если мы не сможем достичь нашей цели, это будет пустая трата времени. В конце концов, священные артефакты — это временные сокровища, которые были специально обработаны для этих целей. Хотя они не менее могущественны, чем истинные высшие небесные святые артефакты, они распадутся сами по себе через год. Мы предложили это план, так что, если мы не получим желаемой награды, нам будет трудно объясняться перед этими старыми эксцентриками, сказал пожилой мужчина, нахмурив брови. Что тут объяснять? Неужели вы двое забыли, что наш план состоит в том, чтобы убить 2 зайцев одним выстрелом изнутри? Возможно, мы потерпели неудачу в нашем плане для огромной ледяной области, но есть очень хорошие шансы на успех для нашего плана на эту область, сказала красавица средних лет, и в ее глазах блеснул холодный свет. Это действительно правда. Пора нам закончить эту битву против небесных облаков. Мужчина средних лет и пожилой мужчина переглянулись, и оба начали хихикать. Красавица средних лет, не говоря ни слова, указала пальцем на белый шар света, парящий над золотой формацией. Белый шар света сразу же издал восхитительный звенящий звук, а затем переместился к гигантскому колоколу и мгновенно растворился в нем. Затем гигантский колокол начал звенеть, и на его поверхности появились слои серебряных рун. Хань Ли, естественно, не подозревал о том, что он непреднамеренно сорвал один из планов расы Цзяочи, убив златорогого молодого человека. В этот момент он был полностью погружен в воспоминания о том последнем ударе, который он нанес в форме гигантской обезьяны, чтобы убить своего противника. Было совершенно ясно, что его 12 пробуждающих трансформаций могут стать более мощными, чем он. Теперь, когда он достиг поздней стадии пространственного закаливания, эта способность, наконец, начала проявлять свою истинную силу. В форме гигантской обезьяны его тело и духовное чутье были усилены до такой степени, что он был поражен импульсивным побуждением найти существо стадии интеграции тела и вступить с ними в битву. К счастью, его умственная сила духа также укрепилась после испытания в иллюзорном царстве этой диаграммы звездного неба, и это позволило ему поддерживать духовное равновесие, а также контролировать свои эмоции и импульсы. Вдобавок, он был очень разочарован внезапным исчезновением белого колокола. Этот высший небесный святой артефакт обладал некоторыми экстраординарными способностями, и его получение, несомненно, дало бы ему значительный прирост силы. Однако теперь, когда сокровище исчезло, он ничего не мог сделать, поэтому он мог взять только сокровища, которые молодой человек оставил, прежде чем улететь, как полоса лазурного света. Вскоре после этого Хань Ли появился за десятки тысяч километров и, летя по воздуху, начал тщательно обдумывать, что он собирается делать дальше. Он уже получил сокровища, запрошенные Дуань Тиньжэнем и Цай Люин с помощью Лю Шуэр и Шикуня, но он все еще не нашел материалы для обработки инструментов, которые он обещал расе каменных коконов. Дуань Тиньжэнь сказал ему, что это не будет проблемой, если он сможет сохранить сокровища в рамках ограничения, но он не хотел, чтобы раса каменных коконов могла использовать это как предлог, чтобы помешать ему использовать построение супертелепортации. Таким образом, рассмотрев, где находится руда и сколько времени у него осталось, он решил, что у него еще есть достаточно времени, чтобы забрать материал. Однако до этого ему нужно было сначала восстановить утраченную магическую силу. Огромная ледяная область была чрезвычайно опасным местом, и он не осмеливался ни в малейшей степени успокаиваться, несмотря на его резкое улучшение уровня культивации. Таким образом, сформулировав план, Хань Ли сразу же изменил направление и улетел вдаль. Почти полдня спустя Хань Ли остановился в воздухе над обычным на вид небольшим лесом. Некоторое время он кружил в воздухе, и в его глазах вспыхивал синий свет, и, убедившись, что поблизости нет потенциальных опасностей, он спустился в лес полоской лазурного света. Затем он нашел огромное дерево и шагнул в дупло у подножия дерева, прежде чем поднял руку, чтобы выпустить несколько флагов формации. Флаги исчезли у входа в лощину, образовав простую маскирующую конструкцию, скрывавшую лощину из виду.
После этого он провел рукавом по воздуху, и оттуда вылетела полоска желтого света оказавшись маленьким пушистым зверьком. Это был никто иной, как его леопардовый кирин. После поглощения демонических ядер трехглазых темных зверей, духовный зверь все это время находился в спячке в браслете призрачного зверя и, похоже, пробудился совсем недавно. Несмотря на то, что он уже усовершенствовал ядра демонов, его внешний вид, похоже, не сильно изменился. Единственным заметным изменением было то, что на его теле появились какие-то угольно-черные узоры, и, вдобавок ко всему, его аура теперь также стала немного другой, поражая даже Хань Ли с легким чувством опасности. Это, естественно, заинтриговало Хань Ли. Глава 1734. Летающая радужная рыба. Несмотря на то, что Хань Ли не видел никаких явных изменений в леопардовом Кирина, тот факт, что он чувствовал угрозу от него, естественно, означал, что он определенно претерпел некую трансформацию. К сожалению, у него не было времени тщательно проанализировать зверя, и ему пришлось бы подождать, пока он покинет огромная ледяная область, чтобы провести тщательное обследование. Таким образом, Хань Ли дал наставление леопардовому Кирину, используя свое духовное чутье, затем сел, скрестив ноги, и начал медитировать. Он не восстановил большую часть своей магической силы, а после той битвы с золоторогим существом Цзяочи был почти полностью истощен. Таким образом, Хань Ли оставался в дупле дерева в течение 7 дней, и только тогда ему удалось восстановить почти 90% своей магической силы. Он, естественно, намеревался полностью восстановить всю свою магическую силу, прежде чем продолжить свое путешествие, но около полудня 8-го дня леопардовый Кирин внезапно зарычал, немедленно выдернув Хань Ли из медитативного состояния. Его глаза резко распахнулись, и он почувствовал хаотическое колебание духовной ци, пронизывающее близлежащую область. Кроме того, на очень большом расстоянии раздавались слабые взрывы, и казалось, что кто-то участвовал в битве в воздухе наверху. Хань Ли немедленно высвободил свое духовное чутье из дупла дерева, и на его лице появилось своеобразное выражение. Он обнаружил, что есть два свирепых зверя, одно большое и одно маленькое, сражающиеся в битве на десятках тысяч футов над землей. Пока они сражались, большее из двух зверей преследовало меньшего зверя, последнее из которых было всего лишь около 10 футов размером с мерцающим золотым мехом и парой угольно-черных глаз. Это был никто иной, как монарх темных зверей, которого Хань Ли видел ранее в лесу темных зверей, тот самый, за которым охотились его собратья. Этот монарх темных зверей был теперь в еще более печальном состоянии. Мало того, что на его теле были обугленные участки, лишенные меха и кожи, большая часть его тонкого и длинного хвоста каким-то образом была отрезана. Несмотря на это, он был так же свиреп, как и всегда, безжалостно стреляя золотыми ветряными лопастями в своего преследователя, убегая вперед в виде полоски золотого света. Как только золотые ветреные лопасти вырвались из его пасти, они увеличились до нескольких футов, а затем в мгновение преодолели расстояние в несколько сотен футов, рухнув вниз с неистовой силой. Однако более крупная из двух зверей полностью игнорировала золотые ветреные лопасти, полагаясь на духовный свет, который светился вокруг него, способный отразить эти атаки. Его защитные способности были поистине потрясающими. Этот зверь был более 100 футов в длину, и это был странный зверь с телом змея и головой свиньи. Его голова была снежно-белой, а тело мерцало синим цветом, а его аура была даже более мощной, чем аура монарха темных зверей, поэтому неудивительно, что последний убегал от него. Хань Ли спрятал леопардового Кирина в рукав, и, окутав себя лазурным светом, он затаил дыхание. Два зверя сосредоточили большую часть своего внимания друг на друге, поэтому ни один из них не заметил, как Хань Ли прячется внизу. Спустя несколько мгновений они вдвоем исчезли вдалеке, и только тогда Хань Ли убрал лазурный свет вокруг себя, слегка нахмурив брови. Почему этот монарх темных зверей прибыл сюда? Он, естественно, был немного озадачен, но с его нынешними способностями он определенно не боялся этих двух зверей. Тем не менее, он, естественно, тоже не стремился навлечь на себя ненужные проблемы, поэтому он решил остаться незамеченным. Появление монарха темных зверей было довольно неожиданным, но не имело к нему никакого отношения, поэтому он не придал этому большого значения. Несмотря на это, он решил, что после этого беспорядка лучше всего покинуть это место. В конце концов, остатки ауры, оставленные двумя зверями, когда они проходили через эту область, были довольно мощными, и они могли легко привлечь в эту область ближайших животных. К счастью, два зверя устремились в противоположном направлении от того, в котором он собирался идти, поэтому он не слишком обеспокоился. Таким образом, после того, как он снял флаги формации у входа в дупло, он вылетел изнутри полоской лазурного света и продолжил свое путешествие. Пролетая по воздуху, он призвал в руки по высокоранговому духовному камню, чтобы продолжить пополнять свою магическую силу, и с такой скоростью он вскоре полностью восстановит свою магическую силу даже без медитации.
Хань Ли путешествовал день и ночь целый месяц, встречая на своем пути лишь несколько глупых низкоранговых зверей, которые осмеливались противостоять ему, и обо всех, естественно, он с легкостью позаботился и, естественно, был в восторге от своей удачи. В этот день Хань Ли увидел огромное озеро, которому не было ни конца, ни края. Поверхность озера была синей, как море, и не было видно ни единого облака, что создавало захватывающее зрелище. Слабая улыбка появилась на лице Хань Ли при виде этого озера, и в то же время он осторожно направил свое духовное чутье на озеро. Если бы он не ошибался, скоро он доберется до места назначения. Спустя несколько мгновений он лишился своего духовного чутья и начал летать над озером. Несколько часов спустя на лице Хань Ли появился намек на удивление. Это озеро было намного более массивным, чем он первоначально предполагал, и даже после столь долгого полета на его невероятной скорости озеру все еще не было видно конца. Если бы не тот факт, что на пути появились все правильные ориентиры, он, скорее всего, поверил бы, что случайно наткнулся на неизвестное море. Что еще более тревожило Хань Ли, так это то, что в последние несколько часов он почти не обнаружил в озере каких-либо зверей, кроме обычных рыб. Немногочисленные озерные звери, с которыми он столкнулся, были низкоранговыми зверьми, которые очень умело маскировались, и все они совершенно неподвижно прятались на дне озера. Если бы не его мощное духовное чутье, ему было бы очень трудно их обнаружить. В глазах Хань Ли появился намек на настороженность, и многие мысли также быстро промелькнули в его голове. Для него этот сценарий не был незнакомым. Скорее всего, в озере обитал чрезвычайно могущественный зверь, который отпугнул всех других низкосортных зверей. Раса каменного кокона сказала ему, что эта область очень безопасна и что в ней нет могущественных зверей на тот момент, когда открылась огромная ледяная область. С тех пор прошло так много лет, что для Хань Ли не было бы ничего удивительного, если бы могущественный зверь захватил эту область. Имея это в виду, он начал колебаться. Стоило ли рисковать, чтобы получить материалы для улучшения инструментов для расы каменного кокона? В конце концов, даже если он не совершит эту поездку, Дуан Тиньжэнь заверил его, что поможет Хань Ли получить доступ к транспортной суперформации. С его высоким статусом в облачном городе он, скорее всего, не стал бы лгать о чем-то подобном. Однако такая возможность все же оставалась. Более того, он уже так долго путешествовал, чтобы добраться сюда, и, зайдя так далеко, ему не хотелось просто поворачивать назад с пустыми руками. Таким образом, в его глазах появилось нерешительное выражение, и он постепенно начал сбавлять обороты. Прямо в этот момент вдалеке появилось черное пятно, которое расширялось все дальше и дальше в поле зрения Хань Ли, оказавшись огромным островом. Глаза Хань Ли слегка сузились, увидев это, и он остановился в воздухе, глядя на него издалека. Этот остров, казалось, был размером около 1000 километров, и на острове были две горы, расположенные рядом друг с другом, одна высокая, другая низкая. Более высокая гора была более 100 000 футов высотой и была полностью серой, а большая часть горы полностью лишена какой-либо зелени. Самая низкая из двух гор была 40 000 футов в высоту и была залита пышной зеленью. «Похоже, это то самое место», — пробормотал Хань Ли про себя. Его взгляд быстро упал на серую гору, и он внимательно ее оценил. Форма острова была практически полностью идентична той, что изображена на карте, а драгоценный материал, запрошенный росой каменных коконов, представлял собой тип уникальной руды, которую можно было найти только на высокой серой горе. Эту руду можно было добыть только в огромной ледяной области, и она казалась очень важной для расы каменных коконов. Пока Хань Ли осматривал остров, выражение его лица внезапно изменилось, и он резко взмахнул рукавом, чтобы в мгновение ока вылетел маленький лазурный меч. Почти в тот же самый момент столб воды внезапно вырвался из спокойной зеркальной поверхности озера и рванулся прямо к Хань Ли. Вспыхнул лазурный свет, и водяной столб был разделен полоской меча Ци. Раздался странный крик, и странная рыба, которая была спрятана в водном столбе, была также разрезана пополам мечом Ци, посылая зеленую кровь, лившуюся сверху. Хань Ли опустил голову, и синий свет вспыхнул в его глазах, и он оценил эту странную рыбу и обнаружил, что она была всего около фута в длину с зеленым телом и парой крыльев на спине. При ближайшем рассмотрении Хань Ли увидел, что его голова напоминала голову ядовитой змеи, а на брюшке была пара когтей, которые были настолько тонкими, что их было едва заметно. Веки Хань Ли дернулись, и его внезапно поразило чувство, что он откуда-то слышал об этом типе странных рыб. Однако сразу вспомнить точные подробности он не смог. Внезапно развернулся тревожный поворот событий. Как только туша странной рыбы упала в озеро, в радиусе нескольких футов внезапно раздалось множество громких криков. Бесчисленные столбы воды вырвались из озера, прежде чем обнажило серию одних и тех же странных рыб разных размеров, которые парили в воздухе и оценивали Хань Ли совершенно невыразительными глазами. Эти рыбы были полностью идентичны той, которую он только что убил, за исключением того, что они мерцали духовным светом всех типов и разных цветов. «Летучая радужная рыба», — воскликнул Хань Ли, наконец вспомнив происхождение этой странной рыбы.
Когда он был в священном городе расы Тяньпэн, он случайно увидел записи об этой рыбе в очень древнем фолианте. У этих странных рыб было очень приятное название, но в древние времена они были чрезвычайно жуткими существами, которых любили и ненавидели чужеземные существа, обитавшие в море. Эти чужеземные существа любили этих странных рыб, так как их внутреннее ядро было основным ингредиентом чрезвычайно редкого типа древней таблетки, известной как радужная таблетка. Радужные таблетки — это специальные таблетки, которые специально скармливали первозданным духовным насекомым, что приводило к ускоренному созреванию последних, а зрелые духовные насекомые, которые принимали их, получали определенную вероятность снова развиться. Однако в этих странных рыбах ненавидели то, что они не только были чрезвычайно ядовитыми, но и использовали яд, от которого было практически невозможно было защититься, и они всегда обитали большими стаями, по крайней мере, по несколько тысяч особей. Если кто-то встречал стаю этих рыб во время путешествия в одиночку, то можно было считать, что ему конец, если не обладали какими-то особыми способностями. Однако эти странные рыбы уже вымерли в древние времена, и записи о них существовали только в некоторых древних фолиантах. Хань Ли никогда не думал, что он встретит эту странную рыбу здесь, в огромной ледяной области, и в то же время он наконец понял, почему все высокоранговые звери в этом озере исчезли. Они, должно быть, были съедены этими рыбами или в ужасе убежали. Глава 1735. Победа над врагами с помощью истинного пламени. Конечно, эти летучие радужные рыбы действительно были довольно могущественными, но ценность их внутреннего ядра намного перевешивала их силы, поэтому в первобытные времена они были истреблены могущественными существами так быстро. Хань Ли был действительно очень удивлен, встретив здесь эту странную рыбу, и хотя записи в древнем фолианте утверждали, что яд этой рыбы был чрезвычайно устрашающим, Хань Ли довольно скептически отнесся к этим заявлениям. Таким образом, он тут же взмахнул рукой по воздуху, и перед ним возник серый световой барьер. Затем он перевернул другую руку, и вспыхнула вспышка пятицветного пламени. Эти двое переплетались друг с другом, образуя световой барьер, защищавший его изнутри, и сразу же после этого он протянул рукав по воздуху, и несколько десятков маленьких лазурных мечей неистово взлетели. Лазурные мечи вращались вокруг, прежде чем разделиться на несколько сотен полос мерцающей лазурной ци меча, которые вспыхивали холодным светом. Одна из летучих радужных рыб издала резкий визг, увидев это, и все летающие рыбы устремились к Хань Ли угрожающей манере, как полосы света. Вжух! Выражение лица Хань Ли потемнело, и он сделал печать заклинания, издав низкий крик, и сотни полос мечатся вздрогнули, взорвавшись во всех направлениях, пронесшись сквозь косяк рыб толстыми столбами лазурного света. Все летающие рыбы на пути полос мечатцы были разрезаны пополам, и их тела рухнули с неба под проливным ливнем зеленой крови. Более 1000 летучих рыб были убиты в мгновение ока, и сильный запах запекшейся крови разнесся по окружающему воздуху. Лазурные бамбуковые облачные мечи были чрезвычайно острыми, но их количество было ограничено, поэтому они не могли убить всех летающих рыб одновременно. Таким образом, все еще были некоторые летающие рыбы, которым удалось приблизиться к Хань Ли. Все они издавали резкие визги, выбросив изо рта шарики зеленой жидкости размером с кулак, летевшие прямо на Хань Ли. Выражение лица Хань Ли немного изменилось, и он переключился на другую печать заклинания, и все полосы окружающего меча внезапно сошлись вокруг него, превратившись в огромные лазурные цветы лотоса. Лазурные цветы лотоса медленно вращались в воздухе, полностью укрывая Хань Ли барьером из меча Ци. Хань Ли прекрасно понимал, что, пока он сдерживает ядовитые атаки этих летающих радужных рыб, он не сможет уничтожить их всех сразу. В конце концов, летающие радужные рыбы очень сильно полагались на свой яд. Несмотря на то, что его уровень культивации значительно улучшился, он все еще не был уверен в своей способности противостоять этому легендарному яду. Однако он пожалел бы об этом, если бы ушел, по крайней мере, не попробовав. Было сказано, что эти радужные ядра имели необычайный эффект и были бы чрезвычайно полезны для его золотых прожорливых жуков. Если он сможет снова развить золотых прожорливых жуков, и тогда это будет риск, на который стоит пойти. В конце концов, у него было несколько могущественных сокровищ и способностей, которые позволили бы ему сбежать, если что-то пойдет не так. В этот момент внешний слой гигантских лазурных цветов лотоса уже распустился, а лепестки лазурных цветов образовали слои лазурных барьеров мечей, которые были чрезвычайно яркими для созерцания. Зеленая жидкость ударилась в, казалось бы, воздухонепроницаемую преграду, образованную лепестками лотоса, и клубы дыма начали подниматься в воздух, после чего на преграде образовались отверстия разного размера. Барьер лазурного меча был быстро пронизан дырами, и стало совершенно очевидно, что яд этих летающих радужных рыб может легко растопить даже мечи Ци, образованную мечами лазурных бамбуковых облаков. Для Хань Ли это было невероятным открытием, и его сердце тряхнуло от шока, но выражение его лица оставалось спокойным и собранным. Барьер лазурного меча был поврежден, но его мечи из лазурных бамбуковых облаков почти мгновенно восстановились.
Прямо в этот момент Хань Ли сделал печать заклинания руками, выпустив вспышку пятицветного пламени из своей белой руки, и как только зеленая жидкость соприкоснулась с пятицветным пламенем, последнее также растаяло. Мрачный взгляд наконец появился в глазах Хань Ли, и он снова переключился на другую печать заклинания, и вспыхнуло пятицветное пламя, начав вращаться с невероятной скоростью. Пламя образовало пятицветный торнадо, который отразил множество приближающихся шариков зеленой жидкости, но в окрестностях было слишком много летучих радужных рыб, и, казалось, не было конца ядовитой жидкости, которую они испускали. Пятицветное пламя было высвобождено на полную мощность, но оно все еще превратилось в ничто, открывая самый внутренний серый световой барьер вокруг Хань Ли. Зеленая жидкость хлынула наружу, и раздался громкий шипящий звук. Веки Хань Ли яростно дернулись, и он резко издал холодное фырканье и, открыв рот, выпустил шар серебряного пламени размером с кулак. Серебряное пламя вспыхнуло мерцающим светом, а затем расширилось до 10 футов в размере, а затем превратилось в огромного огненного ворона. Вперед! Хань Ли без колебаний указал вперед, и серебряный огненный ворон расправил крылья и поднял голову, издал громкий крик. Затем он вылетел прямо из серого светового барьера, и вся зеленая жидкость, которая ударила по его телу, мгновенно испарилась в туман разных цветов, как если бы он встретил проклятие своего существования, оставив массивного огненного ворона совершенно невредимым. Хань Ли был в восторге от этого, но прямо в этот момент часть летучей радужной рыбы внезапно испустила странные возгласы в унисон, после чего все они внезапно изгнали свою ядовитую зеленую жидкость в одну и ту же точку неба наверху. Гигантский зеленый питон, полностью состоящий из ядовитой жидкости, мгновенно обрел форму, и его длина составляла 80 футов. Это был чрезвычайно реалистичный питон, и он, выгнув тело, бросился прямо на огромного огненного ворона, оставляя после себя неприятный запах. Огненный ворон, естественно, не собирался отступать. Он несколько раз взмахнул крыльями, а затем снова открыл пасть, изгнав вспышку пронизывающего белого пламени. Это было истинное пламя золотого ворона, которое он сожрал в золотых горных дьявольских хребтах. Как только пламя соприкоснулось с ядовитым питоном, первый резко раздулся, как будто на него вылили масло, и гигантский питон был мгновенно окутан палящим морем огня, а затем быстро превратился в ничто среди мучительного вопля. Прямо в этот момент Хань Ли издал еще один громкий крик, а затем сделал печать заклинания руками и указал пальцем на серебряного огненного ворона. Серебряные перья массивного огненного ворона зашевелились, превратившись в белый цвет. В следующее мгновение раздался сокрушительный удар, когда огненный ворон взорвался, посылая бесчисленные тонкие огненные нити, разлетевшиеся во всех направлениях. Все шары зеленой жидкости в воздухе были мгновенно проколоты своими огненными нитями, вспыхнули пламенем. Все ядовитые атаки были уничтожены в мгновение ика, а барьер серого света, который уже был сильно разрушен, быстро вернулся в свое прежнее состояние во вспышке серого света. Воспользовавшись этой возможностью, Хань Ли тоже, наконец, начал действовать. Он быстро указал вперед 10 пальцами, и вспыхнули вспышки лазурного света, а лазурные летающие мечи, которые уже исчезли, внезапно появились снова. Затем все они снова превратились в смертоносный меч Ци и устремились во все стороны. Летучие радужные рыбы все еще безжалостно выпускали шары зеленого яда, но бесчисленные белые огненные нити в воздухе полностью свели на нет эту угрозу. Без препятствий, создаваемых ядовитой жидкостью, сотни полос Ци меча были совершенно непобедимы. Более сильная летучая радужная рыба смогла выдержать пару-тройку атак, но летучая радужная рыбка более низкого ранга быстро врезалась в одну расчлененную тушу за другой. Таким образом, с помощью комбинации огненных нитей и меча Ци все летающие радужные рыбы, которых было 40 тысяч, были убиты Хань Ли. Когда он взмахнул рукой, чтобы вернуть свои мечи и огненного ворона, окружающий воздух был уже полностью пуст. Однако, когда он посмотрел вниз, он был несколько ошеломлен, обнаружив, что помимо расчлененных трупов летучей радужной рыбы, было также много других мертвых рыб, которые всплыли на поверхность кверху брюхом. Близлежащая поверхность озера была полностью заполнена брюхами белой рыбы, что создавало чрезвычайно необычное зрелище. Хань Ли осмотрел слегка зеленую воду озера и сразу понял, почему это произошло. Большая часть яда, изгнанного летучей радужной рыбкой, была уничтожена истинным пламенем золотого ворона, но другая его часть была отражена ранее и упала в озеро внизу, тем самым убив большое количество находившихся поблизости рыб. Несмотря на то, что он уже в некоторой степени осознавал, насколько сильным был этот яд, сцена на озере все еще была для него довольно мучительной. Если бы не тот факт, что он культивировал истинное пламя, он бы точно не смог так легко позаботиться об этих рыбках. Скорее всего, ему пришлось бы выпустить своих золотых прожорливых жуков за счет своего духовного чутья или снова использовать сегмент высшего небесного клинка, и то и другое сильно ослабило бы его. Таким образом, он, естественно, не хотел принимать эти методы без необходимости. Созерцательный взгляд появился в глазах Хань Ли, и он внезапно опустил рукав вниз, чтобы высвободить шар белого света, который в мгновение ока превратился в очаровательную маленькую девочку. Куэр выражает свое почтение своему мастеру. Каковы ваши инструкции, господин?
Как только появилась Куэр, она с широкой улыбкой на лице сделала реверанс Хань Ли. «Иди и извлеки внутренние ядра из голов всех этих рыб, и я позаботился о том, чтобы сохранить их головы в целостности. Когда закончишь, найди меня на острове», — проинструктировал Хан Ли. «Да». Куэр немедленно кивнула и подняла руку. Из ее спины вырвались бесчисленные тонкие клинки, устремившись вниз к поверхности озера. Сама Куэр также начала медленно спускаться к озеру, в то время как Хань Ли полетела к острову вдалеке, как полоска лазурного света. Вскоре лазурный свет погас, и Хань Ли появился над высокой серой горой. Его глаза слегка сузились, и он посмотрел на гору, и только спустя долгое время он резко перевернул руку, чтобы создать мерцающий золотой диск. Это было сокровище, подаренное ему росой каменных коконов перед его путешествием, и он приподнял бровь, открывая рот, чтобы изгнать шар лазурной ци на диск. Лазурная ци мгновенно исчезла в диске, после чего он поднял другую руку и наложил белую печать заклинания на сокровище. Сразу же произошел поразительный поворот событий. Золотой диск вспыхнул золотым светом и издал громкий звенящий звук, выпустив серию серебряных рун. Затем диск вздрогнул, вырвавшись из схватки Хань Ли, и полетел к горе внизу в виде шара золотого света.